Когда люди увидели зверя на кладбище, они решили, что он обезумел. Но через несколько минут стало ясно. Это была отчаянная попытка спасти жизнь. Андрей встретил волка в лесу случайно. Худой, изможденный, тот стоял на тропе и смотрел настороженно. Убежать было бы естественно. Но Андрей медленно снял рюкзак, достал кусок мяса и положил на землю. Он часто подкармливал животных. Волк колебался, затем подошел и жадно съел еду. И не ушел. С этого дня Андрей стал возвращаться. Он приносил пищу, говорил спокойно, не делал резких движений. Постепенно страх сменился доверием. Волк начал ждать его, подходить ближе, позволять себя гладить. Это не было приручением. Это было взаимное уважение. Со временем Андрей привел в лес жену, Анжелу. Волк принял и ее. Когда супруги узнали, что ждут ребенка, они были счастливы. Однажды они даже сообщили новость своему лесному другу. Волк кружил рядом, будто разделяя их радость. Родилась девочка. Ее назвали Соня. 3 года семья жила спокойно и счастливо. Когда Соне исполнилось 2, родители познакомили ее с волком. Крупный, сильный зверь рядом с девочкой становился удивительно осторожным. Он ложился на землю, внимательно следил за каждым ее шагом. Каждое воскресенье после церкви семья навещала его. Это стало традицией. Но однажды Соня внезапно заболела. Высокая температура, слабость, рвота. Родители срочно отвезли ее в больницу. Врачи уверяли, что делают все возможное. А потом сообщили страшное. Девочка умерла. Мир Андрея и Анжелы рухнул. Похороны прошли быстро. Маленький гроб опустили в землю на кладбище недалеко от леса. Родители вернулись домой опустошенными. Прошло всего несколько часов, когда соседи прибежали с новостью. «Волк разрывает могилу вашей дочери!» Не веря своим ушам, супруги бросились на кладбище. Там уже собрались люди. Волк яростно копал землю, рычал и не подпускал никого. Его лапы были в крови, но он продолжал. Андрей крикнул его по имени. Волк на мгновение остановился и снова принялся рыть, будто спешил. Когда гроб подняли и открыли крышку, все замерли. Изнутри раздался тихий плач. Соня была жива. Ее голос сорвался от крика, сил почти не осталось, но она дышала. Никто не мог объяснить, как врачи допустили такую ошибку. И еще меньше, как волк это почувствовал. Девочку срочно отвезли в другую больницу. Обследование подтвердило, произошла медицинская ошибка. Началось расследование. Но для родителей это уже не имело значения. Главное, их дочь была спасена. После долгого восстановления Соня полностью поправилась, а волк еще долго встречал семью на опушке леса. В их взгляде к нему было больше, чем дружба, благодарность, которую невозможно выразить словами. В ту ночь дикое животное оказалось внимательнее и человечнее людей. Иногда связь между человеком и зверем сильнее страха, сильнее инстинктов и даже сильнее самой смерти.